Я все время экспериментирую с живописью, экспериментирую с скульптурой, экспериментирую с видео. Потому что задача у современного художника, она объединяет много медиа разных. То есть современный художник, он должен знать, как использовать фотокамеру, он должен понимать, что дает ему видеокамера, он должен понимать, зачем ему брать кинокамеру, он должен уметь лепить, рисовать, он должен понимать, что такое компьютерная технология и что такое театр, перформанс, движение, музыка. И только объединяя все это вместе, появляется современное искусство. Но если все выстроить в одну линию, то становится понятным, что все это перетекает из одного в другое. И через все, через это я путешествую как Фауст, соблазненный Мефистофелем поиском прекрасного идеала. Когда я познакомилась с фрактальной геометрией, я как бы поняла, что то, что я хотела сделать, уже сделано. И мало того, уже сделано даже в компьютерной программе. И у меня началось все сначала, такое обнуление поисков. А так как весь 20 век, он резал, кромсал, и весь 20 век – это век коллажа, то мне казалось, это прекрасный итог, что в конце века появляется некий аппарат, такой как компьютер, позволяющий, наконец, убрать швы и склейки и создать вот эту вот виртуальную фотографию, созданную на компьютере, но при распечатке абсолютно реальную. И я решила сделать такое путешествие по мирам. Не существовало в реальности, но которое можно было бы придумать. И поэтому я себя сфотографировала на фоне разных имперских пейзажей. И мне этого показалось мало, мне захотелось, чтобы параллельно с фотографией было оживление этого кадра в видео. И поэтому есть серия короткометражек, таких как «Огонь», «Вода», «Вечная музыка» и «Последний подвиг Геракла». Мне кажется, в первую очередь это современное искусство, потому что ты видишь статичное изображение, ты видишь оживление этого статичного изображения, то есть два доказательства, что это реальность, но при этом абсолютная виртуальность. То есть я никогда не была в Пизе, я не умею играть на музыкальном инструменте, но здесь вам показывают не только фотографию, но еще и видео, доказательства того, что это существует. Они все по одному и тому же принципу развития пошли принтеры. То есть это разрешение в точке, которое для живописи немыслимо. То есть живопись совершенно по другим принципам развивается. И когда ты видишь на экране изображение, ты видишь, как оно распечатано, это совершенно два разных изображения, потому что, если ты это изображение с экрана нарисуешь на холсте маслом, будешь другими принципами пользоваться. И поэтому я в какой-то момент решила больше не выводить в принтере, а просто перейти к технике живописи. Вместо того, чтобы рисовать 100 рисунков, я просто делаю несколько эскизов, и потом их пробую делать на компьютере, чтобы найти тот необходимый вариант композиции, который идеально подходит для картины. Что очень много времени сейчас отнимает фрагментарное сознание, фрагментарные фильмы. И поэтому мозг человека сейчас уже не может воспринимать долгую информацию. Очень сложно читать книги людям современным, особенно молодым, потому что все разбито на маленькие кусочки информации, и мозг уже перестраивается, и он уже не воспринимает долгий месседж. Я перфекционист, я хочу дойти до определенной точки, дальше которой уже нету возможности развития. И поэтому так все и выглядит. Я дохожу до этой точки и отпускаю. Я начинаю искать что-то новое, что меня увлечет, и начинаю искать в этом. Вот сейчас меня очень увлекает уже последние 5 лет транскодеры. Вот именно цифровая история, связанная с реальным миром. Как цифра может путешествовать из виртуального мира в реальный мир, и как вот этот искусственный интеллект и искусственное вот это вот виртуальное пространство
взаимодействует с реальностью. Вот это меня очень интересует, и я, собственно, над этим экспериментирую. Но чтобы эксперимент был легче проходил, я избавилась от фигуратива и оставила только треугольник. Первая картина «Воскресенье». И поэтому она еще была очень привязана к классическим произведениям, на которые я строила и которые вошли в основу этой истории. Но потом я просто выбрала форму треугольник, и с помощью этих треугольников стала выстраивать различные композиции по золотому сечению, без золотого сечения, с одной определенной целью. Мне хотелось избавиться от формы, оставив один треугольник, для того, чтобы с помощью этого треугольника делать различные композиционные панно. Мне было очень интересно, как взаимодействует человеческое сознание и искусственный интеллект, то есть компьютер. Поэтому я сначала рисовала эскизы на бумаге графические, потом выстраивала на компьютере в трехмерную сцену, а после этого, ну, если я их хотела переводить в живопись, а живописцу нужно обязательно на что-то смотреть, на модель, на пленэр. И поэтому я смотрела в компьютер, переносила один в один карандашом на холст композицию, после этого закрашивала. И, к моему удивлению, я обнаружила невероятный эффект, который послужил настоящим открытием, что человек, он подсознательно переносит цифровой код созданного произведения на компьютере, когда он это делает в аналоговой живописи. И это получилось очень интересно, потому что когда я перенесла это в живопись, то после этого я вдруг выяснила, что на холсте в технике традиционной живописи картина начинает работать по-другому для цифрового инструмента, для любой фотокамеры, кинокамеры. То есть цифровое устройство узнает цифровой код этой вещи и делает ему дополнительный объем. Хотя я для любого цифрового устройства двухмерная, то есть плоская. А увидев картину, он начинает увеличивать объем, увеличивать глубину, потому что он узнает своего сородича по искусственному пространству. И таким образом в картине сталкиваются два мира – реальный и виртуальный. Мне стало интересно различные психологические состояния выстраивать. Спокойствие, шторм, какое-то состояние не только человеческой души, но и природы. И я стала делать транскодеры на разные тематики. И вот нам удалось, благодаря фонду Екатерины, собрать из коллекций 3 зала из этой серии. Так как я была пионером медиа-арта, а потом перешла в живопись, то вся вот эта история с транскодированными структурами, она продолжает изучение компьютерного мира и его точек соприкосновения с реальностью. Например, вот здесь я делаю рисунки, они довольно ассоциативно-абстрактные, но при этом для меня абсолютно конкретные. Вот, например, лыжник, или самурай, или мечтатель, или органист, или меломан. Это исследование с рисунком, потом с трехмерным построением, оно дало новую форму в бронзе, в скульптуре, в которых очень много элементов, и которая работает при движении. То есть если вы мимо нее проходите, у нее появляется движение между ее отдельными частями, как визуальное. Собственно, для чего скульптура как бы и создана. Это главная задача скульптуры – это передавать объемы движения, когда ты ее смотришь при движении зрителя. Создав эту серию лентикулярных панелей, заняли первое место в 2016 году. Есть профессиональный конкурс Дупла, который проходит в Франкфурте, и параллельно там проходил как раз конкурс единственный в мире вот этой технологии печати.
И всегда ежегодно первое место получали американцы. А мы, выставив нашу российскую историю, мы получили первое место, второе получили китайцы, а третье американцы. После чего конкурс прекратили финансировать, американцы устроили страшный скандал. И только сейчас они опять возобновили. Но лучше всех в мире делаем это мы в России. И я вот сколько путешествовала в Европе и в Америке, никто не может производить стереоварио, лентикулярные печати такого качества. Но у меня это в первую очередь связано с ассоциативной историей. Это летний сад, когда жарко, солнечный день, ты проходишь по летнему саду, у тебя как бы солнце, брызги фонтанов, и вот такое вот ассоциативное ощущение, а я его запечатлела на этой серии «Летний сад». В этой серии работ «Кавказский пленник» я опиралась на теорию Кандинского, где точка – это полная противоположность линии. И решила сравнить точку с империей. И вот у нас красная точка. Я сшила такой себе костюм и сделала перформанс, где линия – варвар, и точка – это империя. И как бы вот между ними происходит сражение. Линия все время отрезает куски от точки, а империя все время расширяется. Точка все время расширяется, линия ее все время отсекает. И в момент сражения вы видите, что на империи меняется шапочка из византийской, она одевает шапочку турецкую в виде челмы. И уже завершается сражение полной дружбой. Они сидят бок о бок в полном равенстве. В последнее время я живу вообще в деревне, потому что самое сложное – это освоить живопись. Даже если вы обучены каким-то навыкам старых мастеров живописи, вообще знаете, что с чем смешивать и как этим пользоваться, то живопись раскрывается потихоньку. Она очень ревнивая дама. Если вы ее оставили на какое-то время и возвращаетесь к ней снова, то вам придется этот путь проделывать с самого начала. И если только ты изо дня в день посвящаешь все свое время занятиям живописи, тогда она тебе открывается, и ты видишь новые и новые возможности. Пока художник жив, никогда не понятно, создал он шедевр или нет, потому что шедевр – это такая удивительная штука, которая меняется с тем, как меняется человечество. И чаще всего это становится понятным после смерти художника. Поэтому пока мы все живы, художники, мы все равны. Мы не должны критиковать друг друга или говорить, у тебя получилось, у тебя не получилось, потому что непонятно, как со временем изменится это произведение.